И в Нектаре преданности или в Бхактирасамрите Синдху аппаратхи перечисляются. But he doesn't go into detail about that. Но там он не вдается в детали. And in Chaitanya Charitamrita, there's a reference to Namavas and Namaparad and pure chanting. А в Чайтанья Чаритамрите есть указание на Намабхасу, Намапарадху и Шудханаму. But these are not described in much detail. Но в больших деталях все это не описывается. So this work is quite important because it does analyze the aparads in detail, then it also discusses Namavas and pure chanting. В этой книге Харинама Чинтамани здесь описываются в деталях и оскорбления, и также стадия Намабхасы. So, of course, we know that chanting is our main process. И мы знаем, что воспевание – это наш главный процесс. It is the Yuga Dharma. Это является юга-дхармой. Not only the Yuga Dharma, it is very special. Не только юга-дхарма, но это нечто особенное. There's a Yuga Dharma 1,000 times in the day of Brahma. Это та юга-дхарма, которая происходит один раз в 1000, 1,000 times there's a Sankirtan Yuga Dharma in the day of Brahma. В один день Брахмы такая особенная есть юга-дхарма. But only once in the day of Brahma we get an appearance of Krishna and appearance of Lord Chaitanya. Потому что только один раз в день Брахмы приходит Господь Кришна и Господь Чайтанья. So the Yuga Dharma for our particular Kali Yuga is not just the Yuga Dharma chanting, it's chanting Krishna's name. И поэтому юга-дхарма для нашей конкретной эпохи, она отличается от юга-дхарм, которые проходят в другую Кали-югу. And of course the special mission of Lord Chaitanya was to reveal Radha and Krishna, not just Krishna. И в действительности особая миссия Господа Чайтаньи – это раскрыть нам Радху и Кришну. So this is a very special chanting of the holy name. Поэтому у нас очень особенное воспевание святых имен. So anyway, this is our main part of our sadhana, chanting of the holy name. И воспевание святых имен является главной частью нашей садханы. And therefore it's also important that we do it properly. И поэтому очень важно, чтобы мы делали это правильно. Now the holy name, of course, is very flexible. И, конечно, святое имя, оно очень изменчиво. You can chant it in any way, and it has some effect. И можно ее повторять по-разному и какой-то эффект получать. But to get the best effect, you have to chant it in a certain way. Но если вы хотите обрести самый лучший результат, то нужно повторять определенным образом. Just like in taking a medicine, if you can take the medicine and get some effect, but if you follow exactly the prescription according to the doctor says, you get the best effect. Даже, например, если вы принимаете какие-то лекарства, можно их принимать хоть как, и какой-то эффект все равно будет. Но если принимать лекарства, строго следуя наставлениям врача, то будет самый лучший результат. So this work actually tells us how to chant the most effective way. И эта книга, она рассказывает о том, как принимать или как воспевать святые имена наиболее эффективным образом. So the name of this work is Harinam Chintamani. That means the holy name is like a Chintamani gem. И название этой книги Харинама Чинтамани, что означает, что святое имя подобно драгоценному камню Чинтамани. So Chintamani is a special type of jewel. И Чинтамани это особый вид драгоценного камня. Money means a jewel. Деньги означают драгоценный камень. Chinta means thought. Манина это слово на санскрите означает драгоценный камень. Chinta means thought. А чинта означает мысли. So it's a thought jewel. Так получается на русском философский камень. That means a jewel that when you think of something and you hold the jewel, the thought manifests into your wish comes true, so to speak. Это означает, что если вы будете держать в руках этот камень и думать о чем-то, то эти мысли, они реализуются. I think they call it a wishing stone or a philosopher's stone or something like that. Да, поэтому он называется камень, исполняющий желания, или философский камень. It is similar to the desire tree, or the kalpataru. Также это подобно калпатару, то есть древу, исполняющему желания. So the holy name is like that. It is like a jewel, and whatever you want, you can get. И святое имя, оно подобно такому драгоценному камню. То, что вы хотите, вы и получите. So this name, of course, also has a scriptural reference. И также у этого имени есть указание в шастрах на него. So there is a verse in the Padma Purana. В Падма-пуране есть такой стих. And there it talks about Krishna being Chintamani, and the name also being non-different from Krishna. И там говорится о том, что Кришна является Чинтамани, а святое имя, оно не отлично от Кришны.
However, the normal Chintamani stone is actually material. Но в действительности обычный камень Чинтамани это материальный камень. So when we talk about Krishna being a Chintamani stone, it's different, it's special. И поэтому, когда мы говорим о том, что Кришна является камнем Чинтамани, то мы имеем в виду нечто другое. So Krishna also fulfills all your desires, but it's not material. Кришна также исполняет все ваши желания, но не материальные. So Krishna is filled with, he is a conscious entity, he's not an inert entity like a stone, and he is full of rasa. Да, Кришна это не просто безжизненный камень, он обладает сознанием, и он полон расы. Rasa is the cause of bliss. А раса является причиной блаженства. And that's of course spiritual bliss. Имеется в виду духовного блаженства. In the material world we also have rasa. В материальном мире у нас тоже есть раса. In fact, if we look at Rupa Goswami's work on rasa, we'll find a correspondence with material rasa that the material authors describe. В действительности, если мы посмотрим на книгу Рупы Госвами, то он там описывает духовные расы в аналогии с материальными расами. And just as we have rasas like material rasa and shanta rasa and dasya rasa and fear rasa and kama rasa and spiritual world, these exist in the material world also. И подобно тому, как есть разные виды расы, и шанта расы, и сакья расы, и раса страха, в материальном мире похожие же расы есть в духовном мире. And it's through the rasa that we get some happiness. И благодаря этим расам, через эти расы, мы получаем какое-то счастье. So in the spiritual, the rasa arises because of a relationship between Krishna and the jiva. И духовные расы, они возникают из-за взаимоотношений, которые есть у Дживы с Кришной. So it's a relationship of love. Итак, это отношение любви. So similarly, in the material world, we get happiness through a relationship. И также в материальном мире мы получаем счастье благодаря отношениям. With relationships of love. С отношениями любви. So that's why everybody in the material world is looking for relationships. Вот почему в материальном мире все ищут отношения. And that is why 99% of the people get married. И вот почему 99% людей, они женятся. They want an eternal relationship of happiness. Они хотят иметь вечные отношения счастья. So they try to get that rasa in the material world. И они пытаются найти эту расу в материальном мире. Unfortunately, the rasa of the material world is imperfect. Но, к несчастью, материальная раса не является совершенной. And often the secondary rasas are more prominent than the primary rasas. И часто бывает, что вторичные расы, они становятся более важными, чем основные расы. So secondary rasas are fear and lamentation and ghastliness and horror. Вторичные расы – это страх, переживания, ужас. So these often become predominant in the material world over the rasas like love. И эти расы вторичные, они могут перекрывать основные расы любви. And the primary rasas of love are not permanent, they're temporary. И основные расы любви, они не являются вечными. And the object of rasa is imperfect. И объект этой расы, он несовершенен. There's never a perfect response from our object of love. И нет никогда совершенного ответа от нашего объекта любви. So we cannot get real satisfaction. Поэтому мы не можем получить настоящее удовлетворение. But in the material world, this is our attempt to get happiness through rasa. Но в материальном мире мы делаем такие усилия, попытки получить расу через отношения. So the origin of all rasa is Krishna. А источник всех рас – это Кришна. So in the Nectar devotion, the very first verse describes Krishna as Akila Rasamritamurti, the very incarnation of all rasas. И в Нектаре преданности описывается Кришна как тот, из кого исходят все расы. That means 5 primary rasas and 7 secondary rasas. Это означает все 5 основных рас и 7 вторичных рас, они все находятся в Кришне. And when these are manifested in Krishna, they produce the highest bliss. И когда они проявляются в Кришне, они производят высочайшее блаженство. But the bliss is not just Krishna. The rasa is because of Krishna and his devotee. Но раса проявляется не в одном Кришне самом по себе, потому что существуют взаимоотношения между преданным и Кришной. Именно в этих взаимоотношениях проявляется раса. And so therefore Krishna is rasa. И поэтому Кришна является расой. And he is a conscious being.
И он сознающее существо. It is not like getting a taste of mango juice or whatever. И это не тот вкус, который получается, если мы пьем сок манго. He is rasa with consciousness. То есть он раса, которая обладает сознанием. Chaitanya rasa. Читание раса. And he is vigraha. He has a form. И также он виграха, то есть у него есть форма. He is a person. Он личность. And of course he is complete, purna, and pure, and eternally liberated. Он полный, чистый и вечно свободный. So complete, of course, is any form of God is complete. Полный означает, что все формы Господа, они полны. Because there's only one God actually. Потому что в действительности есть только один Бог. He has many forms, they're all complete. У него есть много разных форм, и все они полны. But still Krishna is the most complete. Но все равно Кришна является самым полным. Because he manifests all the qualities, all the possible qualities that there are in God in full. Потому что он проявляет все качества, которые есть в Господе, в Боге, во всей полноте. So in that sense he is purna. И поэтому его называют Пурна. Of course, with any form of God, if we establish a relationship, we can get bliss. Конечно, если мы сможем развить отношения с любой формой Бога, то мы сможем ощутить блаженство. Because the Lord in any form is not lacking. Потому что Господь в любой форме, Он не имеет каких-то недостатков. But the strength of the qualities manifests fully in Krishna. Но вся сила этих качеств полностью она проявляется в Кришне. So, the Lord is complete or purna, and He is pure. Итак, Господь полон, и также Он pure, чистый. So this means no material contamination. И это означает, что в нем нет материального осквернения. Not at all related to the material world and material gunas. Нет ничего, чтобы соотносилось с материальным миром или с гунами. Normally we will think that because all the qualities we see here are material, therefore if God has qualities, He must also be material. Обычно, поскольку мы видим качество в материальном мире, то мы начинаем думать, что если у Бога есть качества, то они тоже будут материальны. So if God has love, it must be like the material love, which is imperfect. И если у Бога есть любовь, то она такая же, как материальная любовь, значит она несовершенная. But just the opposite, the Lord is always pure. He's always pure, the Supreme Lord. Но как раз наоборот все происходит. Его любовь, она всегда чистая. Never any material contamination. И нет никакого материального осквернения. However, the Lord can appear within the material world. Однако Господь может появиться в материальном мире. He comes as avatar. Он приходит как аватар. And He comes to the holy name. И приходит как святое имя. And even though He is visible in the material world, and He acts like as if He's in the material world like a normal person, He is never contaminated. И хотя Он видимый в материальном мире, и Он действует как материальная личность в материальном мире, но Он не оскверняется. So, in this way, Krishna is a very special person, and He can fulfill all desires. И так Кришна является особой личностью, и Он может исполнить все желания. We have material desires, He У can нас fulfill есть those. материальные желания, Он может их исполнить. Desire for liberation, He can fulfill that. У нас могут быть желания об освобождении, Он может исполнить их. And desire for prema, He can fulfill that. И также есть желание према, и Он может исполнить их. And then in prema, we have all sorts of varieties of prema. И также есть разнообразные виды премы. And He can fulfill your desire in Shanta Rasa, Dasya Rasa, Sakti Rasa, Vatsalya Rasa, Amadurya Rasa. И Он может исполнить желания во всех 5 расах. Or combinations of these. Или в комбинациях этих рас. So the Lord can fulfill all desires, material and spiritual. Итак, Господь может исполнить все желания, как материальные, так и духовные. And the holy name is non-different from Krishna. Krishna's name and Krishna are non-different. И святое имя, оно не отлично от Кришны. So whatever is in Krishna is in the name. Поэтому все, что есть в Кришне, все есть в святом имени. So within the name we have all the rasas, etc. Это значит, что в святом имени мы тоже имеем все расы и так далее. So by chanting the name, we can realize everything about Krishna. И когда мы повторяем святые имена, мы можем все понять о Кришне. So that is the speciality of
Krishna's name. И вот такова особенность имени Кришны. Okay, so there's a little philosophical section. И далее идет философская часть. Or maybe not philosophical, theological section, perhaps. Даже лучше сказать теологическая секция, раздел. Some Russian, Ukrainian philosophers came to Chennai once. One devotee invited them. They came there, and then I gave them a talk on, Gaudiya philosophy. And finally, that's not philosophy, that's theology. Один раз украинских ученых пригласили, мы с ними разговаривали, я давал им эту философию, они сказали, нет, это не философия, это теология. So the peculiarity of Indian philosophy often is it's dependent on scripture. It's dependent on scripture. In India, the philosophy is everybody refers back to it because scripture says so. Therefore, it's like this. И так начинают думать, потому что индийская философия, она часто опирается на священные писания. So that's not acceptable in Western philosophy. И это не могут принять западные философы. Maybe in biblical philosophy that's called theology, they do that, but not in regular philosophy. Может быть, библейские философы, они делают это, но это называется уже теософия. So we'll see throughout our scriptures, it says because it says here in the Vedas, it says here in the Bhagavad Gita, it says here in Mahabharata, therefore it's like this. So in that sense, it's all theological. Да, поэтому они называют это не философия, а теософия, потому что все время идут ссылки на Веды, на Бхагавад-гиту и так далее. Anyway, within the scriptures we have different types of information. И в наших писаниях есть разные виды информации. So for one information is like 10th canto Bhagavatam, where we get nice descriptions of Krishna and his pastimes. Например, в 10-й песне у нас есть важная информация о Кришне и его играх. Another is to describe the process. В других местах описывается процесс bhakti. Процесс бхакти. And then other is to describe the we can say the ontology. А в других местах описывается то, что мы называем онтологией. That is what we accept as existing. Это говорится о том, что мы ожидаем как существующее. And other things are non-existing. А что-то другое не существует. So we accept Supreme Lord or Ishvara as one existing entity, and he's a supreme, independent, conscious entity. Итак, мы принимаем, что есть одно высшее, независимое существо Ишвара. He's a conscious entity. И он сознающее существо, independent, независимое. Now, this supreme entity, the Supreme Lord or Ishvara, he has Shaktis. И это верховное существо обладает шакти. And the first is called Antaranga or Chit Shakti. И первая шакти называется антаранга или чит шакти. Which is the literal meaning of Antaranga is internal. Антаранга буквально переводится как внутренняя. Chit Shakti means spiritual energy. А чит шакти означает духовная энергия. So through this energy we get a manifestation of the spiritual world, the names of the Lord, the forms of the Lord, the qualities of the Lord, the pastimes of the Lord, etc. И через эту антаранга или чит шакти он проявляет святое место, имя, форму, качество, лилу. And of course we also get rasa and bliss manifesting. И также проявляется раса и блаженство. So this is you can say the primary Shakti of the Supreme Lord. И мы можем назвать это основной, первой шакти Господа. And so because of this we have a whole spiritual world with Krishna and his pastimes. И благодаря этой энергии у нас есть духовный мир со всеми играми, которые там происходят. Then we get the Tatastha Shakti or the marginal energy, borderline. Затем у нас есть вторая энергия, это татастха шакти или пограничная энергия. So the jiva, like the Supreme Lord, is conscious. И джива, подобно Господу, также обладает сознанием. But unlike the Lord, he is not independent, he is dependent on the Lord. Но в отличие от Господа, она не является независимой, она сама зависит от Бога. And he's described as anu, a small particle. И она описывается как ану, маленькая частичка. The Lord is described as vibhu, pervading everywhere. Господь описывается как вибу, тот, кто пронизывает собой все. So in other words, they're quite different. Иначе говоря, они отличаются друг от друга. Now, Ishvara, or the Lord, is one person. И Ишвара — это одна личность. The jivas are infinite in number. А джив — бесконечное количество.
That means each jiva is this individual particle of consciousness that has a sense of I. Иначе говоря, джива — это маленькая частичка сознания, у которого есть чувство «я». The Lord may have many forms, but He is one person with one I. У Господа может быть много форм, но у Него есть одно чувство «я». So this jiva with his one particle of consciousness has some free will. He can make choices. He's aware of things. И у этой дживы есть определенная независимость, она может выбирать. And he is called a bhokta. By his nature, he has a capacity for enjoying or to get happiness. И по своей природе у дживы есть A capacity for happiness. у нее есть способность испытывать счастье. And for that reason, in the material world, every jiva is looking for happiness. И поэтому в материальном мире все живые существа, они ищут счастье. From the smallest bug to the greatest human being, to the Devata, to the Lord Brahma, everyone is trying to be happy. Самого маленького жучка и до полубогов, больших, включая Господа Брахму, все ищут этого счастья. And that is because the jiva has this nature of trying to be happy. Это происходит потому, что у дживы есть такая природа, что она ищет счастье. And that is why in the spiritual world everybody's happy. И вот почему в духовном мире все счастливы. Because they eternally fulfilled their propensity for happiness. Потому что они навечно исполнили свое желание быть счастливыми. Okay, so that the jivas are called tatashta, or borderline, because they can exist in the material world or in the spiritual world. И джива называется татаска, то есть пограничная, потому что она может существовать и в духовном мире, и в материальном мире. Now, of course, the Lord can exist in the spiritual world or material world, but the Lord is never overcome by the material world. И, конечно, Господь тоже может существовать и в материальном, и в духовном мире, но в материальном мире Он не попадает под власть материи. But the jivas in the material world are completely covered by ignorance. Но джива, когда находится в материальном мире, она полностью попадает в невежество. They're contaminated by material bodies. Она оскверняется материальным телом. And they're subject to birth and death and karma. И она подвержена рождению, смерти и карме. It's quite different from the Supreme Lord. И это отличается существенно от положения Господа. Okay, so that's second energy. Third energy is the Bahiranga Shakti. Итак, это была у нас вторая энергия, а теперь третья, Бахиранга Шакти. Bahiranga literally means external. И буквально это означает внешнее. This refers to material energy. Это относится к материальной энергии. It's called external because actually the Lord doesn't like to look at it. Она называется внешней, потому что Господь не любит на нее смотреть. Whereas the internal energy is intrinsic to the Lord's ananda in the spiritual world. А в то время как внутренняя энергия, она соответствует ананде, то есть блаженству Господа. So we often see the image of Mahavishnu lying down on the Karna ocean. What's he doing? He's sleeping. И у нас есть такой образ Махавишну возлежит в причинном океане, и что он делает? Он спит. He closes his eyes and the whole universe goes on and he's not really concerned with it. Он закрывает глаза, и из него исходят материальные вселенные, ему, собственно, до них дела нет. And what's he doing when he's closing his eyes? И что он делает, когда он закрывает глаза? He's enjoying internally in the spiritual world, with his internal Shakti. Он наслаждается внутри себя, в духовном мире, своей внутренней энергией. So this external energy is Prakriti, and Prakriti expands, but only because of the Lord. И эта внешняя энергия, она развивается дальше только благодаря энергии Господа. It is dependent. Она зависима. Unlike the jiva, who is also dependent, it is unconscious. Но в отличие от дживы, которая также зависима, материальная энергия не обладает сознанием. So only by the will of the Lord, Prakriti becomes activated and expands into universe and all the worlds and all the different 14 lokas. И только благодаря энергии Господа, материальная энергия, она развивается и развивается до планетных систем, разных уровней и так далее. So the material elements provide places and bodies for the jivas. И материальная энергия, она дает эти элементы, тела для живых существ. And then the jivas, which are the tatastha shaktis, they can enjoy in the material world. И она дает возможность живе, татасха шакти, пограничной энергии, наслаждаться в материальном мире. And so that in brief is our theology or our philosophy. Итак, это вкратце наша философия или теософия. There is a real Supreme Lord. Что есть реальный Верховный Господь. There is the three Shaktis, the spiritual Shakti, which produces this real spiritual world. Есть три шакти, внутренняя шакти,
которая создает реальный внутренний мир. There is the Bahiranga Shakti, which produces a real material world. И есть Бхану Шакти, которая создает реальный материальный мир. And there's the Tatastha Shakti, which produces real jivas. И есть Татастха Шакти, которая производит реальных джив. So we have to define in this way because we have other philosophies that say completely different things. Мы должны определить так нашу философию, потому что есть другие философы, которые полностью по-другому все трактуют. And some of these philosophies even say we are following the Vedas. И некоторые из таких философов, они утверждают даже, что они следуют ведам. So some philosophers say no Supreme Lord. И такие некоторые философы, они говорят, что нет Верховного Господа. Like Sankhya philosophy. Например, философия Санхи. Or even Karma Mimamsa philosophy. Или даже философия Карма Мимамса. And some will say no jivas exist. А некоторые говорят, что не существует дживы. And no material world exists. Или не существует материального мира. And no spiritual world exists. И не существует духовного мира, они говорят. So what exists? А что же существует? A Supreme Lord, but a Supreme Lord with no qualities and form and activities. А существует Верховный Господь, но без деятельности и без качества. So that's Shankara's Mayavad philosophy. И это будет философия Шанкарачари, Майявады. So that's why we have to define things very clearly. What is real? We have a real jiva, a real material world, a real spiritual world, a real Supreme Lord. Вот почему нам нужно четко определить нашу философию, что есть реальный Господь, реальный материальный мир, реальная джива, реальный духовный мир. So part of the effort of our acharyas like Jiva Goswami is to show that this is the conclusion of Scripture. И часть усилий, которые прикладывает Джива Госвами, было направлено на то, чтобы показать, что вот это является заключением шастр. So that he does in his Satsandarbha. И это он сделал в своей книге Сатсандарбха. Scriptures like the Bhagavatam and the Vedas also will show that all of these are real. Где он говорит, что Бхагаватам, Веды и Бхагавад-гита, они говорят, что все это реально. So based on this, we can develop a goal and a sadhana to get to the goal. И в соответствии с этой философией мы можем понять, в чем наша цель, и определить садхану, которая поможет нам достичь этой цели. If some of these things are unreal, then we're going to have a completely different goal and a completely different sadhana. Если какая-то из этих вещей является нереальными, то у нас будет это другая цель и другая садхана. So this is according to our philosophy, the reality, and then we have the sadhana. Итак, такова реальность в соответствии с нашей философией, а теперь садхана. So we accept that our different sadhanas. Итак, мы принимаем, что есть разные садханы. But they're not all the same, and they don't all lead to the same goal. Но они не являются одинаковыми и не ведут к одной и той же цели. So broadly we have the karma yoga, jnana yoga, astanga yoga, and bhakti yoga sadhanas. Итак, у нас есть такие садханы, карма-йога, гьяна-йога садхана, бхакти-йога садхана. So these are the actions we do in this world. Это та деятельность, которую мы совершаем в материальном мире. In order to attain a certain goal. Для того, чтобы прийти к определенной цели. The scriptures, their main goal ultimately is to make us do something. И цель Писаний – побудить нас что-то делать. And this, of course, is very necessary because the whole problem of the living entity is what to do. И это очень важно для живого существа, потому что у живого существа есть проблема, и нужно понять, что делать. And answer that question: what is the goal of my life? И получить ответ на вопрос, в чем цель моей жизни. So we need the goal, and we need activity to get to the goal. Поэтому нам нужна цель, и нам нужна деятельность, которая поможет нам прийти к этой цели. So the scriptures give us various actions to get to certain goals. И в Писаниях написаны разные виды деятельности, которые приведут нас к цели. But the goals are quite different. Но сами цели тоже разные. So in that sense, they don't all lead to the same goal. И это означает, что разная деятельность нас приведет к разным целям. But they have a certain purpose. Но есть одна цель определенная. So we have karma yoga, which is discussed by Krishna in chapter 3 of Bhagavad Gita. И у нас есть карма-йога, которую Кришна описывает в 3 главе Бхагавад-гиты. This is performance of duties prescribed by Scripture. Do this and don't do this. И в ней описываются те обязанности, которые мы должны выполнять в соответствии с предписаниями шастр, что означает, должны делать это и не делать этого. And to make it more special, according to your gunas, you have different duties.
И быть более точным в соответствии с разными гунами, в которых вы находитесь, у вас есть разные обязательства. So we get duties according to varna. Итак, у нас есть обязанности в соответствии с варнами. And the whole goal is ultimately artha and kama. И цель этой деятельности – это обрести артху и каму. That is, maintain our material body and get a little enjoyment. То есть поддерживать материальное тело и получить немного удовольствия. Which is probably the goal of most 99.9% of the people in the material world. That's what they want to do. И в действительности это то, чего хотят где-то 90% людей. So this is the method for most people in the material world. Итак, это основной метод для большинства людей в этом мире. And this is established by the Manus 14 times in one day of Brahma. И это установил Ману, который говорит 14 times. 14 раз в день Брахмы говорит об этом. And their descendants go on for 71 yuga cycles propagating this dharma. И его последователи, они потом в течение 71 цикла из юг, они проповедуют эту дхарму. Now it's material. Это материально. And ultimately it has a rather semi-spiritual goal. И в действительности это полудуховные цели. The material goal is satisfy all the human beings with material desires. То есть, чтобы удовлетворить живое существо исполнением материальных желаний. The spiritual goal is to lead them to sattva guna. А духовная составляющая – это привести это живое существо в саттвагуну. So after many lifetimes of following this system, hopefully the jiva will get to a sattva guna body. И через много-много жизней следования этим правилам есть надежда, что живое существо оно попадет в саттвагуну. So that is the limit of karma yoga. И это предел карма-йоги. So what is good about sattva guna is that is the door for spiritual life. А саттвагуна, она является дверью в духовную жизнь. So sattva guna is material, but Krishna very cleverly has hidden within the gunas something spiritual. И саттвагуна – это материальная гуна, но Кришна очень умело спрятал туда нечто духовное. And so atma-gyana, knowledge of atma, is a manifestation of sattva guna. И атма-гьяна, то есть знание о душе, оно находится в саттвагуне. If we come to sattva guna, then we begin to think, actually, I don't think I'm the material body at all, it's something else. Если мы придем на уровень саттвагуна, мы начинаем понимать и думать, что в действительности я не являюсь частью материального мира, я нечто другое. There must be some other goal than simply eating, sleeping, and mating and depending. И должна быть какая-то другая цель, я начинаю думать, а не только совокупление, еда, защита и So then we become qualified for jnana yoga. И тогда это уже будет квалификацией для гьяна-йоги. So this is an inquiry into who am I? What is my goal in life? Not anything material. И тогда начинаются вопросы, а кто же я тогда в действительности, если я не материальное тело? And of course, as the Brahma Sutra says, Tato Brahma Jigasa, now you inquire about Brahman. И в Брахма-сутре говорится, теперь ты начинаешь задавать вопросы о том, что есть Брахман. So Jnana Yoga is dedicated to inquiry about who am I, and they study the Upanishads and the Brahma Sutras. И в гьяна-йоге человек начинает задавать вопросы о том, кто я, и это описано в Упанишадах и в Брахма-сутрах. And they try to renounce everything. И эти люди, они пытаются отречься от всего. They live in a solitary place and they practice silence, mauna. Они живут в уединенном месте и практикуют мауну, то есть безмолвие. So it's largely a, we can say, intellectual process. И это можно назвать интеллектуальным процессом. And its goal is mukti, liberation. И цель этого процесса – обрести мукти, освобождение. That is, through the process of jnana, we can ultimately destroy all of the bondage of karma. Until there's no more karma left, then we can get rid of our material bodies, gross and subtle. Через процесс гьяны мы разрушаем всю карму и благодаря этому освобождаемся от материального тела. But it's difficult, it takes many lifetimes. Но это сложно и занимает много жизней. So the karma yoga, of course, is in Bhagavad Gita. Jnana yoga is also mentioned in Bhagavad Gita in chapter 4 and chapter 5. И карма-йога, она описана в Бхагавад-гите. Гьяна-йога также описана в 4 и 5 главах Бхагавад-гиты. And these, of course, have their precedence in the Vedas. We have the Karma Kanda section of the Vedas.
И также об этом говорится и в Ведах, в Ригведе есть такой раздел. And then we have the Jnana Kanda section of the Vedas, the Upanishads. Есть карма, секция в Ведах, это в Ригведе, в Упанишадах есть секция, которая описывается гьяна-йога. So, in the Bhagavad Gita, in chapter 6, there Krishna says that yoga, Ashtanga yoga, is superior to jnana. В 6 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что аштанга-йога, она выше, чем гьяна. And one reason is probably it's a little more practical. И это говорит он потому, что она более практична. The goal is similar. Usually the yogi is striving for liberation also. Цель та же, обычно йоги стремятся к освобождению. But there's a practical process. Но в аштанга-йоге есть практический процесс. Not so much intellectual as a physical process. Она не так интеллектуальна, как... So we have asanas, etc., and then dhyana, and finally samadhi. И в аштанга-йоге у нас есть асаны, затем дьяна и затем самадхи. So when a person reaches samadhi, that means all the mental functions stop. That means that mind, intellect, and ego cease to function. И когда человек доходит до уровня самадхи, вся его ментальная деятельность останавливается. Это значит, что у него нет больше ни ложного эго, ни ума, ни разума. And so one realizes atma. И тогда он понимает атму. And then one is freed from the material body. И тогда он освобождается от материального тела. So the jnana and yoga are aiming for liberation. Гьяна и йога, они нацелены на обретение освобождения. This is basically an understanding, a realization, not the body, I'm atma. И это состоит в реализации того, что я атма, я не являюсь материальным телом. So in that sense, it's spiritual. И в этом смысле я духовен. And it's above the karma yoga. И это относится... Above karma. Это выше, чем карма-йога. However, though it's spiritual, it's not completely spiritual. И хотя аштанга-йога или гьяна-йога, они духовны, но они не являются полностью духовными. We realize Atma, but we haven't realized Supreme Lord. Потому что мы понимаем атму, но мы не понимаем еще Верховного Господа. So the next process is bhakti. И поэтому следующий процесс это бхакти. In bhakti we have recognition of Supreme Lord as well as the jiva. И в бхакти мы понимаем и Верховного Господа, и также дживу. And what is the relationship? The jiva is dependent on the Lord. И каковы отношения между ними? Джива зависит от Верховного Господа. So by nature we are the servant of the Lord. И по природе мы являемся слугами Господа. So that recognition is the beginning of the bhakti process. И это понимание является началом процесса бхакти. And what's the goal of that process? It is prema. А какова цель этого процесса? Это обретение премы. So prema means rasa. И према означает раса. And rasa means bliss. А раса означает блаженство. So the goal of the jiva is happiness and bliss, and the jiva attains that through the process of bhakti. И цель дживы это счастье, блаженство, и его джива получает через процесс бхакти. So each of these processes is incomplete except bhakti. Bhakti gives the final goal. И все предыдущие процессы, они несовершенны, за исключением бхакти, потому что бхакти приводит к заключительной цели. The other processes give one step like this. А другие процессы, они дают какие-то ступени на этом пути. So, all these processes are described as a gradual progression over many verses. You do karma yoga, then you do jnana yoga, you do ashtanga yoga, then you can come to bhakti yoga. И все эти процессы, они требуют много жизни в карма-йоге, потом много жизни в гьяна-йоге, и в конце концов это приводит к бхакти-йоге. However, Krishna in Bhagavad Gita rejects that. Но однако Кришна в Бхагавад-гите отвергает это. Especially in Kali Yuga. Особенности в Кали-югу. It's too slow. Это слишком медленно. So it's better you just do bhakti. Поэтому лучше просто делай бхакти. But you have to be qualified for bhakti also. Но для бхакти тоже нужна квалификация. But interestingly, bhakti doesn't need such great qualification. Но интересно, что для бхакти не нужно такой большой квалификации. To get to jnana yoga and ashtanga yoga, you have to get to sattva gun first. Например, чтобы заниматься аштанга-йогой или гьяна-йогой, нужно уже находиться на уровне саттвы. And you can't get to sattva gun unless you do karma yoga. А вы не сможете попасть в саттву, если вы не занимаетесь карма-йогой. So those three
processes are very closely linked together. Поэтому эти три процесса очень тесно связаны друг с другом. But bhakti is independent. Но бхакти независимо. It doesn't depend on gunas at all. You could be in tamagun, rajagun, or sattvagun, or no guna. Бхакти не зависит ни от какой гуны. Вы можете находиться в любой гуне, в саттве, в тамасе и в раджасе. So the qualification is faith. И квалификация для бхакти – это вера. And faith does not depend on what guna you're in. А вера не зависит от того, в какой вы гуне If находитесь. you're in sattva gun, does not mean you automatically develop faith in the Supreme Lord. You could become a mayavadi. Если вы, например, находитесь в саттва-гуне, это не означает, что у вас обязательно будет вера в Бога. Вы можете быть майявади. So, therefore, faith is the qualification, and simply by having the faith, we can begin the process of bhakti. Поэтому вера является той квалификацией, и обладая верой, мы можем начать процесс бхакти. We don't have to go through karma yoga and then do jnana yoga or ashtanga yoga. И нам не нужно проходить через карма-йогу, гьяна-йогу, аштанга-йогу. So, in that bhakti process, we develop. We do sadhana, and we come to the stage of bhava, and we come to the stage of prema. And this way, we end up in the spiritual world with the Lord. We do the process of bhakti, sadhana, bhava, prema, and we end up in the spiritual world. Итак, мы занимаемся бхакти, то есть Bhava, and then prema. да, то есть сначала садхана, потом бхава, и затем према, и достигаем до духовного мира. So the whole process of scripture is to get us out of this material world and to get us to the spiritual world. И этот процесс позволяет нам выйти из материального мира и прийти в духовный мир. Because that's where we get the bliss. Потому что именно там мы обретаем блаженство. If we do the jnana process, we make it out of the material world, but we don't get to the spiritual world. Если мы только процесс гьяны совершаем, то мы выходим из материального мира, но не попадаем в духовный. So it's blissful in the sense we don't have any more karma, we don't have any more birth and death. И там есть блаженство, но оно в том смысле, что больше не будет ни рождения, ни смерти. But it's not blissful because we don't have rasa. Но блаженства там нет настоящего, поскольку там нет расы. There's no relationship with anything. Потому что там нет отношений ни с кем и ни с чем. So, therefore, the whole idea of the scripture is to give us the ultimate bliss in the spiritual world. Поэтому идея шастры дать нам блаженство в духовном мире. Okay, so the whole purpose of all of this description is to show where the holy name is located. So, holy name is located within the process of bhakti. И все это описание, которое мы говорили, для того, чтобы показать, какое место занимает в нем Святое Имя. Святое Имя находится внутри бхакти. We see here that the process of bhakti, once we get faith, it continues and continues and continues, and it's always bhakti. It doesn't change into something else. И мы видим, что процесс бхакти, он начинается с веры и развивается, но это все находится в бхакти, он никуда не уходит в другое место. So we never give up the process of bhakti. Поэтому мы никогда не оставляем процесс бхакти. If we perfect karma yoga, we give up karma yoga, we go to jnana yoga. А в то время как мы занимаемся карма-йогой, затем мы оставляем карма-йогу и переходим к гьяна-йоге. If we do jnana yoga, we get moksha, we give up jnana yoga. А когда мы в гьяна-йогой занимаемся, обретаем мокшу, то мы оставляем гьяна-йогу. But the process of bhakti is never given up. Но процесс бхакти, он никогда не оставляется. So we do it as sadhana, and when we get perfection, we also do bhakti. Поэтому мы делаем садану, и также, когда мы достигаем совершенства, мы продолжаем совершать бхакти. So within bhakti, as I said, we emphasize the holy name as the main process. И внутри бхакти, как я уже говорил, мы подчеркиваем, что Святое Имя – это основа процесса. So that process of bhakti is in sadhana, it's in bhava, it's in prema, it's in the spiritual world. Итак, процесс бхакти такой, что сначала садана, потом бхава, потом према и духовный мир. All of these processes are eternal. И все эти процессы, они вечны. Why? Because actually they're part of the Supreme Lord. Почему так? Потому что они являются частью Верховного Господа. The other processes actually arise from the gunas. А другие процессы, они возникают от гун. So karma yoga is rajagun and tamagun, and jnana yoga, astanga yoga are sattvagun. Например, карма-йога это возникает из тамагуны и раджагуны, а гьяна-йога и аштанга-йога из саттвагуны. Bhakti yoga is nirguna. А бхакти-йога это ниргуна. It is part of the Lord's Swarup Shakti. Это часть Сварупа Шакти That Господа. means it's internal energy. Означает, что она принадлежит внутренней энергии Господа. So it is quite different from the other sadhanas. И поэтому она отличается от других видов садханы. So Krishna says, reject these other sadhanas, gradual process, and just do bhakti yoga. И поэтому Кришна говорит, оставь все другие виды садханы и занимайся просто бхакти-йогой. And of course, Lord Chaitanya says,
Just chant the holy name. И Господь читания просто говорит, повторяй святое имя. So therefore the name actually is very, very special. It is not part of the material world. Поэтому имя это особенное, она не является частью материального мира. The Lord, as I said, has his shaktis. И Господь, как я уже сказал, обладает этими шакти. As broadly described, he has three parts of the internal shakti: Sandhini, Samvit, Hladini. И у нас есть три вида внутренней энергии Господа. So from the Sandhini Shakti, we get the manifestation of his name, form, qualities, and lila. И из его Сандхини Шакти исходит деятельность, качество, форма и имя. And interestingly enough, in the name, all of these things are also there. И интересно, что в самом имени эти вещи тоже присутствуют. So the name actually is the easiest approach to Krishna. И поэтому легче всего прийти к Господу через святое имя. Of course, we have another process, the deity. Конечно, у нас есть другой процесс, это божество. But that was the process in Dwarpa Yuga. Но этот метод был в основном для Двапара-юги. So in Kali Yuga we have the name, that's the process. И в Кали-югу у нас процесс это святое имя. So within the name we have the form, the qualities, the activities, and finally the rasa of the Supreme Lord. И в имени у нас есть и формы, и качества, и деятельности. В конечном счете у нас есть раса Верховного Господа. So therefore, of course, we say Harinam, 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 only the holy name, holy name. And we can get all the things out of the holy name, all the realizations. И поэтому мы говорим воспевание, воспевание, воспевание святых имен. И все реализации мы можем получить через святое имя. So, of course, there are different types of names. Но, конечно, есть разные виды имен. We have the primary names and secondary names. У нас есть основные имена и вторичные имена. So the primary names will describe the wonderful spiritual qualities, form, and activities of the Lord in His spiritual realm. И основные имена, они описывают качество деяния Господа в духовном мире. So by chanting these names, then we get to Brahma and we go to the spiritual world. И когда мы повторяем эти имена, мы возвращаемся в духовный мир. Then we have secondary names. Также у нас есть вторичные имена. So these are very general names: the greatness of God, Ishvara, Paramatma, witness of the material world, the Creator, etc. Это такие общие имена, которые говорят о том, как он связан с материальным миром, Творец, Свидетель и так далее. So these names will lead us ultimately to elevation in the material world and impersonal liberation. И эти имена, они приводят нас к прогрессу в материальном мире и в конечном счете к освобождению. So therefore we should choose the personal names of the Lord, the primary names. Поэтому мы должны обратиться к личностным именам Господа, к основным именам. Okay. Today we have different stages or different types of Namapara, Namabhas, and pure chanting. Затем у нас есть разные стадии. Это Намапарат, Намабхас и Шудханама. So in Namaparad, we may think that the name is material and Krishna is material, and Krishna and his name are different. И на уровне Намапарадхи мы можем думать, что имя материальное, и Кришна материален, и имя и Кришна отличны друг от друга. In other words, we don't actually believe in God. Иначе говоря, мы можем не верить в Бога. So we don't get any good effect from that. И оттуда мы хороших результатов не получим. Of course, we have exceptional cases. Конечно, есть исключения. The name of Krishna is also very special. Потому что имя Кришна, оно тоже особенное. So when someone like Shishupala chanted the name of Krishna in hatred, he got a good result in spite of the fact that he was aparadi. Поэтому, например, Шишупар, несмотря на то, что он повторял имя Кришны и совершал аппарат, он все равно получил хороший результат. So Namabhas is, we can say, a little better. И мы можем сказать, что Намабхас это немного лучше. We may be offensive, but it's ignorant offense. Мы можем совершать какие-то оскорбления, но эти оскорбления не невежество. We don't have hatred of the Lord as such. Мы как такового Господа не ненавидим. So we may chant that accidentally or whatever. И мы можем повторять так случайно как-то. And we may also chant with impurities, with material desires. И также мы можем повторять нечисто, то есть с материальными желаниями. So such chanting without aparad, but without purity, we get slow purification. И вот такое воспевание
без аппаратов, но и без чистых, impure, yeah. But we have desires. но с материальными желаниями это является намабхасой, и оно медленно приходит к развитию. Ultimately, we can get up to liberation that way. И таким образом мы в конце концов придем к освобождению. So pure chanting means we chant with proper knowledge and with purity. А чистое воспевание означает, мы с чистотой воспеваем и обладая знанием. This is the type of chanting that will lead to prema. И вот такой вид воспевания, он ведет к преме. So therefore, we have, if we're in namabhas, we actually have to get to pure chanting, sudhanam. И поэтому, если мы находимся на уровне намабхасы, нам нужно перейти в уровень шудханам или чистого воспевания, If we want to get to prema. если мы хотим обрести прему. This is another classification of chanting the holy name found in the Chaitanya Charitamrita. Это еще одно определение воспевания, которое мы находим в Читанье Чаритамрите. Lord Chaitanya was residing in Puri. Господь Чайтанья, он жил в Пури. Every year, the people from Navadvip would come down and stay with Lord Chaitanya for about 4 months. И каждый год приходили к нему преданные, и они жили несколько месяцев вместе с ним в Пури. So one year, they asked Lord Chaitanya, who was a Vaishnava? И как-то раз они спросили у Господа Чайтаньи, кто такой Вайшнав? And Lord Chaitanya said, anyone who chants the holy name once is a Vaishnava. И Господь Чайтанья ответил, любой, кто хоть однажды повторил святое имя, является Вайшнавом. So when they heard that, they were rather puzzled and astonished. И это было удивительно, всех озадачило. But they didn't say anything, they remained silent. Но они ничего не спросили у Господа и молчали. So they went back to Bengal and they began discussing among themselves, what does Lord Chaitanya mean? Anyone who chants once is a Vaishnava? Они вернулись обратно в Бенгалию и между собой начали обсуждать, что же имеет в виду Господь Чайтанья, что кто хоть однажды повторил святое имя, он является Вайшнавом. So the next year again they went to Puri and they asked Lord Chaitanya the same question, who's a Vaishnava? И тогда на второй год они снова пришли в Пури и спросили у Господа Чайтаньи, кто же такой Вайшнав. And then Lord Chaitanya, anyone who chants continuously, he's a Vaishnava. И тогда уже Господь Чайтанья им сказал, тот, кто повторяет святое имя постоянно, он является Вайшнавом. So they were very happy when they heard that. И они были счастливы, когда услышали это. So they went back to Bengal, but then they thought, why did he say anyone who chants once is a Vaishnava, and now he's saying something different? Но когда они вернулись в Бенгалию, они начали думать, почему вначале он сказал, что тот, кто хоть однажды повторил, а теперь тот, кто повторяет постоянно. So the next year again they went and they said, who's a Vaishnava? И поэтому в следующий раз они вновь пришли в Пури и спросили, кто такой Вайшнав. And then the Lord said, anyone who chants and makes other people into Vaishnavas, he's a Vaishnava. И Господь Чайтанья в тот раз ответил, любой, кто повторяет святые имена и делает другими повторяющими имена, вот он является Вайшнавом. So then they understood that Lord Chaitanya was actually describing 3 types of people. И тогда они поняли, что Господь Чайтанья описывает 3 вида людей. So if you would even chant the name once purely, that's very fortunate. Поэтому, если вы хотя бы раз чисто повторили святое имя, то это большая удача. Based on that, you can advance further. И на основании этого вы можете продолжить повторять дальше. If we are chanting constantly, that means we're quite fixed in bhakti. А если мы повторяем постоянно, это значит, мы сосредоточены в бхакти. And then the third is that we're so pure that we can influence others to also chant. А третий ответ означает, что мы настолько чисты, что мы можем повлиять на других, чтобы они тоже повторяли. So we know that in Lord Chaitanya's movement, the 2 aspects are to develop a taste for chanting and to give the name to other people. И мы знаем, что в движении Господа Чайтаньи нам нужно обрести самим вкус к святому имени и побуждать других к воспеванию святых имен. So that last part of giving compassion to other people, Jivadoya, is expressed in that third answer that Lord Chaitanya gave. И поэтому в третьем ответе Господь Чайтанья говорит о дживадое, то есть сострадании к другим живым существам, когда мы вдохновляем их воспевать святые имена. In any case, all this pure chanting. Но в любом случае все 3 означают чистое воспевание. So who was qualified to take up the chanting of the holy name? Итак, кто же квалифицирован, чтобы принять воспевание святых имен? And the answer is any human being. И ответ такой: любое живое существо. However, любое существо в человеческой форме жизни. Generally, we say a serious practitioner of the holy name must have faith.
Но также мы говорим, что для того, чтобы практиковать серьезно, практикующий должен обладать верой. But there is no consideration of pure or impure or certain places or certain times. Но нету такого понятия, как чистое место или нечистое место, или какое-то различие по времени. The holy name is very powerful, and we don't have to consider these things. Святое имя настолько могущественно, что это не принимается в рассмотрение. But if we want to get the best effect, we have to consider certain things. Но если мы хотим получить максимальный эффект, нам нужно рассмотреть, принимать во внимание следующие вещи. So we should choose the primary names rather than secondary names. Так мы должны выбрать основные имена, а не вторичные. And we have to come to Sudanam to get to Prema. Также мы должны дойти до уровня Шудханама, чтобы обрести прему. And to do that we need knowledge and we have to get association. Также мы должны обладать знаниями и иметь общение. And we should constantly chant. We have determination to continue the process at all times. И также мы должны постоянно воспевать, у нас должна быть решимость продолжать совершать этот процесс. And we should be willing to give up activities which are unfavorable for our spiritual development. И также мы должны хотеть оставить ту деятельность, которая неблагоприятна для нашего преданного служения. And we accept those things which are favorable. И принять те вещи, которые благоприятны. So with those basic principles, and we chant, we get to Prema. И когда мы, учитывая вот эти моменты, повторяем все эти имена, мы обретем прему. Okay. Any questions? Есть ли вопросы? Плохие привычки настолько укоренились, что трудно избавиться от них. Где здесь такая решимость? When bad habits so engross in our heart, how can we overcome these bad habits? Well, we have in chanting at these different stages. We have sadhu sangha, bhajana kriya, and then we have anartha and vritti, and we have nishta. So the process of bhakti and the process of chanting will destroy the anarthas. Мы повторяем на разных стадиях шрадха, садхусанга, баджана крия, наштамиврити, нишка. И процесс бхакти, он разрушает наши анархии. So the process will work, but there's a little condition. Итак, процесс будет работать, но есть определенные условия. And that is expressed in the 10th aparad. We have very strong material attachments in spite of hearing all the glories of the holy name. И это описывается в 10-м оскорблении, где говорится, что повторять святые имена, имея сильные материальные желания. So if we have no desire to give up those bad habits and we keep indulging in them, then it is very difficult for the name to carry out its purification. И если мы повторяем, и у нас нет желания избавиться от этих материальных привычек, то тогда будет довольно сложно. So as much as possible, we control our senses and we control our mind. Поэтому, насколько возможно, мы должны контролировать наши чувства и наш ум. And we follow the process of bhakti. И должны следовать процессу бхакти. So as I said there, the last slide there was to avoid unfavorable things and to follow the favorable things. И как на последнем слайде было, что нужно избегать неблагоприятных вещей и принимать благоприятные вещи. So in the stage of sadhana, nobody is pure. И на уровне садханы никто не является чистым. And even in bhava, one is not pure. И даже на уровне бхавы не является чистым. So there's anarthas all the way up to prema. Анархи, они продолжаются до уровня премы. And they can cause disturbance. И они могут вызывать определенное беспокойство. So we have to tolerate И мы должны их терпеть. and restrict as much as we can. И ограничивать их, насколько у нас And by the получится. performance of the bhakti, then gradually the anarthas get destroyed. И благодаря совершению процесса бхакти постепенно анархи будут разрушаться. These names like Nrisimhadev, Ramachandra, primary names? Yeah, they're primary names, and they indicate the particular form of the Lord, etc. Имена Рамачандры и Нрисимхадева — это основные имена, они показывают форму Господа. Я слышал
неоднократно, что вот на уровне повторения Святого имени чисто однажды, постоянно, и когда человек может вдохновлять других, что это каништха, мадхима и уттама. Но вроде бы кажется, что мадхима тоже может вдохновлять других, повторять чисто. I heard that there's 3 levels of pure chanting, where chant one time only, then constantly chanting, and then to inspire others. It's corresponded with Kanishka, Madhyama and Uttama Adhikari. But I heard that Madhyama also can inspire others to chant. Well, which depends on our definition of Kanishka, Madhyama, and Uttama. It may correspond to the definitions given in the Nectar devotion, which are all within Vaidhi Bhakti actually, so they're all within sadhana. Есть разные способы деления на Канишка, Мадхьяма и Уттама Адхикари. Один может относиться к тому, что описано в Нектаре преданности, и там все это относится к Вайди Садхане. So they're all practicing pure bhakti. Там они все практикуют чистое бхакти. But the Kanishka is unsteady. Но просто Канишка, он нестабилен. And he doesn't have any scriptural knowledge. И у него нет знаний Писания. So people can defeat him and his faith can waver. И так его могут люди победить в философском споре. So the Madhyama has a little more knowledge, not complete, not more knowledge. А у Мадхьяма Адхикари в том случае у него есть больше знания, но не полно, но у него оно есть. So other people can still defeat him. И другие люди все равно могут победить его в споре. But his faith doesn't waver. Но его вера, она не поколеблется. So the Uttama in sadhana bhakti, he has profound knowledge of scripture. А Уттама в садхана бхакти, у него есть полное знание Писания. He has strong faith, И у него есть сильная вера. such that he can not defeat it. И таким образом его невозможно победить. He can defeat others, Он может победить других. and he can convince others to become devotees. И он может убедить других, чтобы они стали преданными. So he's like the third category. И в этом смысле он будет считаться как тот, кто принадлежит к третьей категории. But that's all within sadhana bhakti, not even the bhakti. Но в любом случае все эти 3 категории, в этом случае они относятся к садхана бхакти. Does it mean that all these levels of chanting also inside of one, in the sadhana bhakti? Well, it's not specified in Chaitanya Charitamrita one or the other, but obviously it could be within sadhana bhakti. В читании Чаритамрити не описывается, куда это относится, такое деление. Но это может быть относится к садхана бхакти. And we see in Madhurya Kadambini that Vishnu Chakravarti indicates that generally it's the Madhyam Adhikari who does preaching work. В Мадхурья Кадамбини Вишванатха Чакраварти Такур описывает Мадхьяма Адхикари как того, кто совершает проповедническую деятельность. So he sees differences between people and he avoids the dealings and preaches to the favorable people. И таким образом он делает различия между невинными, между демоничными людьми, между преданными. Uttama Bhakta doesn't see any difference and doesn't preach. А Уттама Бхакта, он таких разделений не видит и поэтому не проповедует. Everybody's a devotee. Для него все являются преданными. Спасибо большое за семинар. А вы говорили, что если... Ну там, конечно, про Имени говорилось и про йогу, что если другая философия, то и другая практика у них. Но я имею в виду, что вот в сознании Кришны такое может быть, что человек он немножко отклоняется от философии и соответственно, это приводит к неправильной практике. И также наоборот, что если он где-то неправильно практикует, не следует полностью наставлению духовного учителя, то это он со временем придет к отклонению, к философским отклонениям. You told about different kind of philosophers with different practices. Is it possible that as a devotee may have like a wrong philosophical conception, and it will lead him to wrong practice? Or for example, if Definitely. or vice versa, he has long
wrong practice, and this cannot lead him to the wrong philosophy afterwards. In both cases. Похоже, что оба случая невозможны. Obviously, with the wrong philosophy, let's say, and we're chanting the holy name, but we think that Krishna is material, we're not going to get to the spiritual world that way. Конечно, если мы неправильно практикуем, например, думаем, что Святое Имя оно материально, то мы не попадем в духовный мир. So that's one. And what other was? We have the wrong practice. Well, generally the wrong practice would mean that probably the goal is completely different. Если у нас есть неправильная практика, то это означает, что цель совершенно... The goal will be different. Что цель будет другая. What does it mean that the jiva comes from Tathastha Shakti? It's figurative. It's in other words, the jiva is eternal, so it's no creation of a jiva. Что значит джива исходит из Татастха Шакти? Это образное название, потому что джива никогда не создается, она вечна. So often we say that we say Prakriti is eternal. Мы также говорим, что Пракрити она вечна. We may say everything comes from the Supreme Lord. Но также говорим, что все исходит из Верховного Господа. So we will think that everything, Prakriti and Jiva, are created by the Lord, but actually they're all eternal. И так мы можем подумать, что и Пракрити, и Джива все созданы Верховным Господом, но в действительности и Пракрити, и Джива это они вечны. So generally we accept them as eternal, so that's the truth. И поэтому принимаем их как вечные, и это истина. And then we interpret the statement coming from or originating with, and we say it's figurative, it's metaphorical, whatever. А вот такое утверждение, как исходит из или как бы создается, мы говорим, что это такое описательное или образное выражение. So what it means, everything is dependent on the Lord. Что означает, что все зависит от Господа. So lakshana or interpretation is used, indirect meaning is used where there's contradiction. Итак, косвенное объяснение возможно, когда возникает такого рода противоречие. As we see in Bhagavad Gita also. Это то же самое мы видим в Бхагавад-гите. In chapter 3, Krishna says karma yoga is the best. Do karma yoga. В 3 главе Кришна говорит, карма-йога это самое лучшее, поэтому занимайся карма-йогой. And then chapter 9 he says these people are foolish. А затем в следующей главе, в последующих главах он говорит, что карма-йога это для глупцов. So we have to choose one of the other statements. Поэтому мы должны выбрать либо то утверждение. And the other is conditional or metaphorical or whatever. То есть одно является основным, а второе оно таким зависит от условий. Харе Кришна. Там была таблица, написано было карма-йога, гьяна-йога, дхьяна-йога и бхакти-йога. Но говорится о том, что люди занимались карма-кандой. Чем тогда карма-канда, карма-йоги отличаются? Karma-kanda is actually a section of the Vedas. Карма-канда в действительности это часть, секция Вед. That is the Brahmanas and Aranyakas. Это относится к браманам и араньякам. So there are sections that deal with explanations of how to use the Vedic mantras for sacrifices in order to get to Svargaloka or to get sons or whatever material. Где описано, как нужно действовать, какие мантры произносить и как для того, чтобы попасть на Сваргалоку. So it's material. Или получить сыновей, каких-то детей. И это ставит перед собой материальные цели. So karma yoga is a process. А карма-йога это процесс. So it will include the sacrifices and things of the karma-kanda section. Она включает в себя также этот раздел карма-канда, то есть разные ритуалы, But it жертвоприношения. also includes the whole varnashram concept of rules and regulations to elevate you to the gunas. Но также она включает в себя раздел варнашрамы, который возвышает вас в гунах природы. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вера является квалификацией бхакти.
И можете ли вы сказать, как формируется тогда вера? You told that the faith is a needed qualification for bhakti. Yeah. How can we how can we create this faith? How to get faith? Yeah. How to get faith? So generally it is accidental. Обычно это случайно. Because we don't have any conviction, we'll avoid doing devotional acts. We won't do them. If we don't have any faith, we won't do anything devotional. Потому что если у нас нет веры, то мы будем избегать практики бхакти, поскольку мы не верим в нее. So it depends on accidental mercy from devotees. Поэтому все зависит от случайной милости преданных. We may hear the holy name, we may get some prasadam, we may get a book and see a picture of Krishna or whatever like that. And that's accidental because we don't want it. That somebody just reveals it to us. Мы можем услышать святое имя или увидеть книгу, какое-то изображение, или кто-то может дать нам просад, и все будет являться случайным для нас, потому что мы этого не хотим, мы не стремимся к этому. So that accidental event it influences the atma. И это случайное действие, оно влияет на атму. Makes it a little favorable. И делает его более расположенным чуть-чуть. But it takes many of those accidental acts to come to the level of faith. Но этих случайных вещей должно быть много-много для того, чтобы это привело к вере. So finally, when the Atma gets the conviction in the existence of the Supreme Lord, then it surfaces into our mind, etc., and then we begin to consciously look for something spiritual. И когда таких вещей накапливается достаточно много, что душа начинает чувствовать убежденность в том, что Господь существует, она уже начинает сознательно искать. So therefore, it takes a lot of accidental, we call agyata sukriti, to come to the level of faith. Поэтому таких случайных вещей должно быть достаточно много, чтобы прийти к этому уровню веры. Это называется агьята сукрити. And in rare cases, of course, maybe a sudden development of faith due to a strong devotee influence. Но иногда бывает резкий приход к вере благодаря влиянию какого-то преданного. Рассказать про уровни воспевания поподробнее и как вот человек понимает, на каком уровне и какие усилия прилагать, чтобы двигаться. Can you tell us about different levels of chanting and what should we do in order to develop our chanting? Oh, well, that's tomorrow's thing. Это будет завтра, о том, как от Намабхасы перейти к Шудханаме. It's like a pure bhakti. We have the definition of uttama bhakti and nectar devotion. Это так же, как и чистое преданное служение. У нас есть определение уттама бхакти в нектаре преданности. So we should actually begin our whole process of bhakti with that. И мы с этого должны начать наш процесс преданного служения. So similarly, we should begin our chanting in the same way. И также мы должны начать наше воспевание. And it requires some knowledge and some certain aspects of conduct. Для этого нам нужно определенные знания и знания о том, как вести себя.